Доброе утро. Продолжаю решать задачи на питоне. Сейчас буду решать задачу. Еще одна задача о двух числах. В первой строке задано количество тестов, а во второй и последующих строках заданы по два числа. И нужно из первого числа получить второе с помощью элементарных операций. Прибавление числа от 1 до 10, либо вычитание его. Так. Давайте считаем данные. Количество наборов, целое число. Для хранения вот этих данных необходимо создать двумерный массив. Изначально заполню его нулями. Два столбца. И t-строк. Теперь надо считать данные, которые ввел пользователь. Так, индекс строки. В цикле для каждой строки в стандартном потоке ввода изначально столбец 0. Так, для каждого слова в этой строке, очищенного от пробелов, так, будем добавлять в наш список. Это слово, приведенное к типу int. Дальше увеличиваем столбец. Так, а здесь увеличиваем строчку. Так, сейчас распечатаю для проверки. Так, вот видим, что данные успешно считались. Так. И теперь надо пробежаться в цикле по этому списку. Для каждого теста из этого списка. Так. Рассмотрим простейший вариант, когда ничего делать не нужно. Например, вот в этом. Если числа равны, то надо вывести 0. Можем это сразу записать. Так, для начала А и Б определим. А это первое число. Так, такую запись сделаю. То есть А равно тест от 0, Б равно тест от единицы. Так, и сравним. Если А равно Б, то надо просто напечатать 0. Так. Еще какой есть вариант, что А больше Б. И вариант, что А меньше Б. Вот все возможные варианты. Так. Вот слово pass означает, что ничего не делаем, просто такая заглушка. Можно запустить сейчас и проверить. Вот это условие должно сработать. Да, действительно 0 для вот этих чисел. Сейчас проанализируем вариант, когда А больше Б. Какой-нибудь пример создам. Равно там 23. Б равно 13.
Так. Нужно проверить, если а минус b, если оно делится на 10, то очевидно, что ответ будет равен а минус b, деленное на 10. То есть 23 минус 13 будет 10. 10 разделить на 10 будет единица. То есть ответ единица. Так. Так. Ну вот, то есть два знака деления означает целочисленный результат. Так, в противном случае просто на единицу больше. Так, ну, например, там 24. 24 на 13 будет единица. И ответ, соответственно, 2. Вот. Так, ну, последний вариант, когда меньше b, ну, аналогично вот этому, только тут поменяем местами знаки. Прям скопирую. b минус a. Тут то же самое. Так. Сейчас запустим. Ноль три два 92. Да, 9150. Так, ну вот, все правильно. Отправляем на проверку. Все, полное решение. Значит, решили правильно. Спасибо, что смотрели данное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорого.